Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Вроде нильфы-то злые, а вот как проезжали, один моему Войтысю краюшку хлеба бросил. Себог пожелал 6 поросей, а ты одного дал и того павшего. Не диво, что он нас проклял. Что вы тут делаете? А этот что, с луны свалился? Приносим дары Всебогу, понятное дело. И вы можете его о помощи попросить. Ну, значит, если есть у вас подходящие дары. Потому как нашими он побрезговал и проклятие на всю деревню наложил. Всебог, говорите? Первый раз слышу. Это какое-то новое божество? Старое, да еще какое. Еще наши деды его почитали. Говорят, было это так. Рослов с рудника пришел сюда хворост собирать. И вдруг один куст ни с того ни с сего огнем полыхнул. А из-под земли голос послышался, что потребовал жертв и послушания. С тех пор и приходим мы сюда с дарами. А взамен Всебог нас опекает и от беды хранит. Ага. Оно и видно. А что не так с вашими дарами? Не шутите. Видите же, что мы одни огрызки принесли. До войны я бы такого даже псу не дал. А что делать? Такие времена. А будет еще хуже. Всебог сказал, что покуда не получит хоть куска солонины и бочки пива, реки будут наполняться лягушками, а урожай у нас будет жрать какая-то скоранча. Я бы мог за вас заступиться перед этим божеством. Что-то мне подсказывает, что мы найдем общий язык. Ну, попробовать не мешает. Чтоб с ним говорить, вы должны стать перед алтарем и крикнуть: «Себог, помоги несчастному в беде!» Чужака-то он, может, послушает. Всебог, помоги несчастному в беде. Пожалуйста, пожалуйста. Зачем ты нарушаешь мой божественный покой, смертный? Потому что я хочу, чтобы ты, твоя божественность, изволил взять назад проклятие, которое только что наслал. У этих крестьян правда нет. Или они принесут мне достойные дары, или придет засуха, град, землетрясение и лавины. Я сказал. Лавины? Здесь? И это откуда же? Не отвечает. Что поделать, пойду его поищу, так и закончим разговор. Голос шел откуда-то из-под земли.
Здесь было вино. Совсем прокисшее. И все же кто-то его выпил. Я, пожалуй, пойду на запах. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Что? Кто смеет беспокоить мою божественность? Геральт из Ривии. Приятно познакомиться. Я подозревал, что у Всебога есть телесное воплощение, но не ожидал, что оно такое большое. Неплохо ты откормился за счет этих бедолаг. Так уж и за счет. Я им взамен помогаю. Благословляю, отпускаю грехи, советы даю. И поверь мне, людям это необходимо. Я бы о них и дальше заботился, но они не соблюдают договор. Приносят мне в жертву какие-то несчастные объедки, которые... Которые они вынули изо рта у собственных детей. А ты еще и проклятие на них наслал. И не сниму, пока они не принесут приличных даров. Что мне радоваться простокваши и мерки проса? Не бывать этому, так им и скажи. Давно ты сидишь в этой норе? Лет 100. Была зима. Я тут укрылся, развел огонь. Такой большой, что пламя через расщелину подожгло кусты на горе. Я раскашлялся от дыма и вдруг слышу, какой-то крестьянин. Голос ниоткуда кричит. Чудо! Ну так я и стал божеством. Скорее паразитом. Может и так. Только кто в таком случае Фрея и Мелителия? Они ведь тоже ничего не дают в обмен на жертвы и молитвы. Со мной хоть поболтать можно. Послушай, ты же трест. Или ты будешь довольствоваться тем, что получаешь, или я скормлю тебя вороном. Чёртовы реформаторы! Ну хорошо, хорошо. Я могу питаться скромнее, но только до конца войны. И ни дня дольше. Что нового? Я разговаривал со Всебогом. Лично. И? Что он? Смилуется над нами? Смилуется. Он обещал принимать все, что вы ему принесете. Говорил же я. Говорил, что Всебог милосерден, что он поймет. Спасибо тебе, ведьмак. Ну и так, на прощание. Вы знаете, что здесь под горой есть склеп? Загляните как-нибудь. Интересная там архитектура.
Ну не разорваться же мне. Так это и есть тот ведьмак Страшила. Чего себе в носу кое-что поинтереснее. Ходит такой. Как тебя зовут? Драться умеешь? Геральт, умею. Тогда давай на ристалище. Я готов. Давай уже драться. Добрые люди! Рыбожор наконец-то нашел себе противника! Здесь и сейчас, на этой земле, он будет драться с Геральтом по прозванию Молот! Могу я у вас кое-что спросить перед боем, господин? Пожалуйста. Вижу я, что вы за птица. Куда там мне до вас? Мне б живым уйти. Последнее время в реках рыбы нету. Детки голодные плачут, а за победу дают мешок с мукой. Жальтесь, дайте мне выиграть. Будь по-твоему. От скуки бедных людей беспокоит. Ну, сколько мне еще ждать?
Не знаю, как это случилось, но рыбожор одолел молота. Спасибо, ведьмак. Куда вы так спешите? Кажись, у меня кислотка. Что, еще разок? Ну, давай драться. Геральт Молот против рыбожора. Реванш! Неплохо, неплохо. Теперь можешь попытать счастье с Йонашем или с кузнецом из корчмы на распутье. А? Чтобы хоть мой старик не сидел все время в корчме. Как тебя бароновы любят, Плутон проучит. Бронится десятой дорогой обходить. Ты, похоже, отчаянный забияка. Такой на турнире бы пригодился. Да и тебе сплошная выгода. И подзаработаешь, и кулаками помашешь. Ты как? Я готов драться. Люди, через минуту начнется мордобой. Ведьмак сойдется с кузнецом, который расплющит ему морду, как брусок раскаленного железа. Бывалый, так скажи мне, хватит ли бабу раз в неделю лупить? Или больше надо? Неплохо. У тебя есть шанс стать первым. Остался только Йонаш. Удачи. Мальчик накатил. Водки у тебя часом нету? Вы не из Бароновых, правда? Привет вам. Я бы что-нибудь выпил. Что у вас там есть? Прощай. Пьяный, но герой. И за какие грехи наказали меня боги такой? Ну что же вы, люди? Бегом! Хоп-хоп-хоп! Если местные трусят, хочешь поучаствовать в турнире? У нас честный кулачный бой. Предупреждаю, Йонаш мужик злобный. Любит кусаться. Так как? Какие правила? Мы обычно деремся на кулаках. Но если пнешь по яйцам, никто слова не скажет. Если победишь Йонаша, а еще кузнеца и Стаха Рыбожора,
то сможешь выйти против сержанта, чемпиона Велена. Но поглядим, какой он злой. Тогда сейчас мы увидим бой между юношем и путешественником. Приблуда победил юноша. Кто знает, может, в Велене скоро будет новый чемпион. Если хочешь стать чемпионом, отправляйся во Вронницы и спроси сержанта. Или испытай силы в Новиграде. Там тоже драчуны найдутся. Как, думаю, и на Скеллиге. Всюду хамство. Поклон вам. Скажу, все скажу. Где покража спрятана? Твои дружки давно уже добычу поделили. Этот ведьмак всех По побил. крайней мере, Я готов. Глядите, кто у нас тут? Барона уже нет, а дело все крутится. Теперь-то людей едва ли не больше. Начнем. Ну давай, подходи. Ходит такой, от скуки бедных людей беспокоит. Хватит болтать, к бою! Ну и схватка. Объявляю всем и каждому, что ведьмак победил сержанта и стал чемпионом Велена. Если тебе мало, езжай в Новиград или на Скеллиге. Там бойцов не счесть. И грехи наказали меня боги такой компании. А вы чего тут крутитесь? Кровавый барон о вас знает? Ой, скверно ты выглядишь. А твое бледное рыло людей не бесит?
Чем могу служить? Я хочу посмотреть твои товары. Бывай. В Штейгерах, как какая-нибудь бабка занедужит, ее сразу в лес за хворостом посылают. Добро. Давай монету. Резко. Кто-то забрал Пойдем мою главный хлеб от куклу. говна чистить. Орёт. Пойдем главный... Геральт, А если спасибо за все. Кто бы отважился бороться? Ты когда-нибудь кору стерил? Где золотишко прикопали? Или тебе собственной матери не жаль? Ну, кто еще? Мы можем поговорить? Можем. Только коротко и по делу. Я болтать не люблю. Я Радко. Устраиваю здесь во Вроницах скачки. Ты сам слышал. Хочешь попробовать? Скажи. Не хочешь — проваливай. Я хочу записаться. Да не нужно ничего писать. Просто приходи на закате и приноси золото для ставок. А, вот и ты, наконец. Правила простые. Выбираешь соперника, с кем хочешь держать заклад. Делайте ставки, потом скачете. Туда и оттуда. Кто первый, тот и молодец. Кто второй, того нахер. Ясно? Так с кем ты хочешь гоняться? С Матюхом Заикой, с Гансом Железным Гузном или с Черным Богданом? Пусть будет Матюх Заика. Вот увидишь. Я тебя... Эх, сука! Ну, выкладывайте ставки и поехали. По коням. Пошли! Дороги! Увольни! Матюх скачет! Сударь-ведьмак, помогите старой женщине. Пошла! Вроде как ведьмак, чутье и скорость нечеловеческие, а простой солдат его обскакал. Пропало твое золото. Но если что, можно организовать и реваншик. Ну, кто еще Да как же, будешь состязаться или нет? Я хочу записаться. Да не нужно ничего писать, просто приходи на закате и приноси золото. Мое почтение, Седой. Так с кем ты хочешь гоняться? Пусть будет Матюх. Ну, выкладывайте ставки и... По коням! Пошли!
Дороги! О! Увольни! Матюх скачет! Пошла! Дороги! Увольни! Матюх скачет! Что деловой? Ну, кто еще? Да как же, будешь сосед... Я хочу... Мое почтение, Седой. Так с кем ты? Пусть будет. Ну? По коням. Но! Пошла! Дороги! Увольни! А! Пошла! Дороги! Скачет! Славно, славно. Видать, ты не только в чудищах разбираешься, но и в лошадях. Вот твое золото. А как придет охота снова погоняться, ты приходи. Ну, кто... Да как же, будешь сос... Я хочу записаться. Да не... Мое почтение, Седой. Так с кем ты хочешь гоняться? С Матюхом Заикой, с Гансом Желе... Пойдем, Ганс, посмотрим. Ну, выкладывай. По коням. Пошли! Давай! Быстрее, драчка, быстрее! Я тебе яблочко дам! Сударь-ведьмак, помогите старой Быстрее, женщине. драчка, быстрее! Я тебе яблочко дам! Погоди, плотва. Вроде как ведьмак. Чуть... Ну, да как же, будет... Я хочу записаться. Да не ну... Мое почтение, Седой. Так с кем ты хочешь... Пойдем.
Ну? По коням. Пошли! Быстрей, драчка, быстрее! Я тебе яблочко дам! Давай. Но. Быстрей, драчка, быстрее! Я тебе яблочко дам! Погоди, плотва. Славно, славно. Видать, ты не только в чудищах разбираешься, но и в лошадях. Вот твое золото. А как придет охота снова погоняться, ты приходи. Ну, кто еще поскачет? Да как же, будешь состязать? Я хочу записаться. Да не нужно. Мое почтение, Сидо. Так... В этот раз я прокачусь с черным Богданом. Это правда. Прокатишься. Ну, выкладывайте ставки и поехали. По коням. Пошли! Эй, ведьмак! Что тебя мать рожать не хотела? Кобылу загоню, а первый буду! О! Эй! Но. Зараза. А? Плотва не так быстро. Вроде как видим. Ну, кто еще пос... Да как же, будешь... Я хочу... Да не... Мое почтение. Так с кем... В этот раз... Это... Ну? По коням. Но. Но пошла. Но! Погоди, плотва. Славно, славно. Видать, ты не только в чудищах разбираешься, но и в лошадях. Вот твое золото. А как придет охота снова погоняться, ты приходи. Но пошла.
А у тебя, Седой, тоже вид, будто вчера всю ночь. Вперед, плотва! Что ты там себе под нос бормочешь? Помогите старой женщине. У тебя неприятности с каким-нибудь чудовищем? С духом. Можешь рассказать больше? Понимаете, является мне во сне Ечемир. Мой муж, значит, который на войне погиб. Стоит у изголовья и причитает, мол, столько лет в разлуке, так на том свете грустно. Иди же ко мне. Я говорю, приду, Ечемирушка, приду. Только как меня боги призовут, не раньше. А он на это: так хотя бы принеси на могилу обручальное колечко, легче будет ждать. А я бы и принесла, только через лес идти боязно. Так я и подумала, что... Может, вы? Ты уверена, что это дух твоего мужа? Да что вы! Что ж, я собственного мужа узнать не смогу. Я старая, ну не настолько же. Дело не в этом. Есть видения, которые обманывают людей, принимая облик их умерших близких. Например, скусты или злыдни. Да нет, Ечемир, это я точно знаю. Он во сне говорил о нашем сватовстве. Как мы танцевали на Билетейн. Как его реданцы зарубили под Риндой. Под Риндой? Или ты что-то путаешь, или ты и правда очень старая. Это было 80 лет назад. А, и правда. Путаю, я путаю. Под Ривией хотела я сказать. Я с удовольствием помогу. Где твой Ечемир похоронен? На таком маленьком кладбище недалеко от наших сучьев. В могиле под старым деревом. Возьмите-ка вот колечко обручальное. А как закончите, приходите ко мне за наградой. Живу я в хате посреди деревни с моей внучкой Лесей. Куда она делась? Ха. Странно. Вот, должна быть могила Ечемира. Ну, дело сделано. Белый волк, мудрый волк. Чего ему нужно? Мне кое-что нужно для эликсиров. Покажи, что у тебя есть на продажу.
Будь здоров. Ведьмак? Что вас привело? Ты Леся? Я хочу поговорить с твоей бабушкой. С моей... Так она ведь умерла и давно. Значит, я разговаривал с духом. Почему ее не похоронили вместе с мужем? Я точно не знаю. Я маленькая тогда была. Но мама говорила, что незадолго до смерти бабушка узнала, что у дедушки была на стороне какая-то любовница. Так что она сказала, что лежать с ним не хочет. Видно, она передумала. Решила как-нибудь воссоединиться с мужем на том свете. Потому и попросила меня о помощи. Тяжело поверить в эту историю. Но у вас глаза добрые. Если вы и правда помогли бабушке, то вам причитается награда. Пожалуйста. Здесь немного, но хоть что-то. Потом мор. Теперь голод. Костлявая должно быть рада. Да? Что-то тут нильфгардской падали в смех.
Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Все разные. Значит, особей несколько. Вокруг тел никаких следов. Странно. След был скрыт магией. Это уже интересно. Он даже оружие не успел вытащить. Чудовище, должно быть, напало из укрытия. Похоже, это старый туманник, который прячется за иллюзией. Иллюзия. Повешу твою башку у седла.
Уважаемый, будьте осторожны. На болотах чудище сидит. Кто в туман войдет, тот уж дома не увидит. Чудовище убито, мгла развеялась. Вот ведь в деревне обрадуются. Ну, вы заслужили награду. Прошу и счастливого вам пути.
Esto ATS Novigrad. Ты сбежал из эльфского отряда? Вперед, плотва! Теперь помедленнее. Эй ты, задержись-ка. Геральт из Ривии, да? Ты же был недавно в Белом саду под Вызимой. Да. Очаровательная деревня, если бы не все эти трупы. Если бы не ты, было бы одним больше. Лина, она выжила благодаря твоему эликсиру. Очень приятно, что нильфгардский солдат так озабочен судьбой простой северянки. И несколько неожиданно. В ту ночь, когда на нее напал Грифон, она шла на свидание со мной. В лесу за гарнизоном. Ну вот, пожалуйста, любовь границ не знает. Не совсем. Ее родители сказали, что если увидят ее с нильфгардцем, обреют ей голову, отрежут язык и выгонят из дома. Послушай, Лина не до конца пришла в себя. Я забрал ее с собой, когда меня сюда перевели, думал, она поправится. Но нет, она ничего не говорит, не узнает людей. Большую часть дня спит. Я предупреждал Тамиру. У ведьмачьих эликсиров есть мощные побочные эффекты, обычно неизлечимые. Я уже ничем не могу ей помочь. Разве что какой-нибудь чародей. Я не знаю, благодарить тебя или проклинать за то, что ты не дал ей умереть спокойно. Поверь мне, мой выбор был труднее. Приветствую. Покажи свои товары. Бывай. Геральт Ривийский. Я приехала издалека. Я ищу сына.
Он служил в Назаирской легкой кавалерии. Я должна его найти. Я не солдат. Тем лучше. Офицеры отказались мне помочь, но... Я готова скального тролля просить о помощи, если понадобится. Спасибо за сравнение. Почему ты решила искать сына именно сейчас? Он писал мне письма. Мне и своей невесте регулярно. Они приходили каждую неделю, а потом внезапно перестали. Это на него не похоже. Что-то случилось. Я не хочу лишать тебя надежды, но не все солдаты возвращаются с войны. Я знаю, что такое война. Мой муж погиб под Брянной. Но его тело привезли домой в Нильфгаард, и я похоронила его. Тоже я сделаю с сыном. Если придется. Мне нужна помощь, чтобы найти Гродеберта или его тело. Я готова заплатить, сколько понадобится. Как твой сын выглядел? Его узнать нетрудно. Во всей Нильфгаардской армии не найти бойца с такой гривой. Волосы у него огненные. Рыжий нильфгаардец? Его отец был родом из Мактурги. Люди там светлые. Мой сын в отца пошел. Я могу рассчитывать на твою помощь. Я сделаю все, что смогу. Ты не пожалеешь. Я ради Гродеберта на все пойду. Помни об этом. Я поспрашиваю, может, что узнаю. Мой слуга пытался что-нибудь выяснить. Пил с солдатней, но из отряда моего сына никого не встретил. Как будто его и не было. Сходи к квартирмейстеру. Может, с тобой он будет честен? Мне кажется, будет. Мать такие вещи чувствует. Ну, посмотрим. Ну чего? Покажи, что у тебя на складе. Прощай. Говорят, женщины севера. Покупать будете или смотреть? Покажи мне свой товар. Прощай. Не надо ли чего заклепать? А может, закалить? Асан Тукан. Эсден Милойн, камрад. Эссевер слова. Я видел тебя в Изиме. Слышал о бригаде в Рихе? Такие, как ты, там служили. Не люди.
Чего ты здесь выискиваешь? Работу ищу. Сейчас. Два меча, глаза как щелки. Ты же ведьмак. Геральт из Ривии. Впервые слышу. Но работа какая-нибудь найдется. Я встретил одну нильфгаардскую женщину, она ищет сына. Вот упрямая. Я не знал, что она наняла ведьмака. Она не нанимала. Скажем так, меня тронули слезы матери. А если все матери приедут на войну искать своих сыновей? Я встретил только одну и обещал ей помочь. Стану я рассказывать какому-то Нордлингу, что творят наши солдаты. Теперь соберись и расскажи все, что знаешь. Так точно. Этот рыжий щенок служил в Назаирской легкой кавалерии. Недавно он и еще несколько таких же из его роты решили дезертировать. Я приказал их выследить. Мы поймали их на болоте, недалеко отсюда. Кто-то сбежал. А что с теми, кого поймали? Мы их повесили по законам военного времени. Но не знаю, был ли среди них тот рыжий. Я ожидал большей точности от нильфгаардского офицера. Если бы я подал рапорт, что кто-то сбежал, их бы пришлось преследовать. А у меня не было ни времени, ни средств. Так что я написал, что все мертвы. Все равно они на болотах долго не протянут. Я попробую их найти. Приветствую, квартирмейстер. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? Покажи мне свой товар. Давно я не играл в карты с подданными императора. Сыграем в гвинт?
Приветствую, квартирмейстер. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? Что-то ты совсем уставший, квартирмейстер. Долго вы здесь уже стоите? Слишком долго. Но придет день, когда штандарт императора взовьется над Новиградом, а потом над Тритогором. И мы вернемся домой. Я увидел твое объявление. Вы, ведьмаки, говорят, отменные следопыты. Если так, то есть у меня одно дело. Несколько дней назад я отправил отряд разведчиков в лес за озером. Никто до сих пор не вернулся. Найди моих людей, верни их в лагерь. Я хорошо заплачу. Как написано в объявлении, столько и дам. Ни больше, ни меньше. В расчетных книгах порядок должен быть. Местные крестьяне вас не освободителями считают. Говори прямо, ведьмак. Отряд был небольшой, никакой подмоги. Мужики их на вилы могли поднять. Чтобы какое-то отребье порубило имперский разъезд? Может, скажешь, еще их дракон сожрал? Блюдо-юг. Что твои люди делали в том лесу? Ничего особенного. Обычный патруль. Ладно, я этим займусь. Поиски лучше начни с той стороны озера. И удачи тебе, ведьмак.
Но! Как тебя бароновы люди кнутом проучат, не будешь такой заносчивый. Вперед, плотва! Сбежали на болото. Собачьи следы. Похоже, их травили собаками. Пытался бежать, но застрял в болоте. Отличная цель для арбалетчиков. Волосы черные. Собачьи следы. Не он. Похоже, их травили собаками. Волосы рыжие. Возможно, он. Надо найти что-нибудь еще, чтобы убедиться. Волосы рыжие. Возможно, он. Надо найти что-нибудь еще, чтобы убедиться. Письмо к матери. Надо его отнести. Больше я ничего не смогу для нее сделать. Не к добру. Ох, не к добру. Трудно тебе тут. Узнал ты что-нибудь о моем сыне? Да. Я хочу услышать правду. Какой бы она ни была. Твой сын мертв. Как это произошло? Он дезертировал, его поймали и повесили. Ложь! Я нашел его и несколько других тел. На дереве висело объявление. Я не верю тебе. Мой сын не был трусом. Ты можешь верить во что хочешь. Я нашел при нем письмо. Тебе. Дорогая мама, может быть, я пишу тебе в последний раз? Во всех тех письмах я лгал себе. Прости, я не герой. Убийство Нордлингов не приносит мне радости. Это место настоящий кошмар. Я держался
Но я больше не могу. Недавно нам приказали убить пленных. Ты знаешь, как это убивать беззащитных людей? Я должен бежать отсюда. Деточка моя, я всегда буду любить тебя. Вот, возьми свою плату. Iar herzer aipamut. Ну, пошла. Ну, все. Странно, следы сапог, а рядом босых ног. Надо пройти по ним глубже в лес. Снова следы нильфгаарцев. Они привели сюда группу босых крестьян? И кто кого привел? Снова следы нильфгаарцев. Они привели сюда группу босых крестьян? И кто кого привел? Это что за запах? Пахнет мускусом драконида. Он, наверное, тут недавно поселился. Пахнет мускусом драконида. Он, наверное, тут недавно поселился.
Снова следы нильфгаарцев. Они привели сюда группу босых крестьян. И кто кого привел? Тело странно выгнуто. Он умер от яда. Похоже, это территория какого-то драконида. Снова следы нильфгаарцев. Они привели сюда группу босых крестьян? И кто кого привел? Снова следы нильфгаарцев. Они привели сюда группу босых крестьян? И кто кого привел? Гнездо гулей. Ни форма, ни сапог, явно не нильфгаардский солдат. Может, кто-то из соседней деревни? Ни форма, ни сапог, явно не нильфгаардский солдат. Может, кто-то из соседней деревни? Ни форма, ни сапог, явно не нильфгаардский солдат. Может, кто-то из соседней деревни? Здесь протащили что-то тяжелое. Тела?
тебя сегодня плохой день. Пошла. Но! Патлы у тебя как творог белые, а я бы творогу. Ты слышал о бригане в Рихе? Такие, как ты, там служили. Не люди. Приветствую, квартирмейстер. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? Я нашел тела твоих солдат. Их убила самка Виверны. Они зашли на ее территорию. Виверна? Блюдо пест. Я узнал кое-что еще. Это был не патруль, а отряд палачей, которые вывели риданских пленных в лес и казнили. Это война. Проиграл, умер. Этих людей так просто не забудут. Кто-то начнет их искать. В Нильфгарде любой солдат, попавший в плен, считается мертвым. Это были риданские пленные. Ридания скоро станет провинцией империи. Готов поспорить, еще до Саувины над риданской столицей взовьется знамя с великим солнцем. Давай плати, Нильф, нет у меня желания философствовать. У меня тоже. Ты это заслужил. Держи. И оставь меня.